Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Это рубрика «Из Питера сообщают». Прислали мне такое видео красивое и фотографии. Просто красота. Я готовлю тем временем солянку. Тут у меня мясо и морковка. Добавила капусту, ну там еще лук был, специи. Так, ну а это у меня коктейльчик с протеином. Мой ужин, как раз солянка приготовилась и кофе. Свечи, конечно же. Опробовала сразу чашку и пиалу из Fix Price. Все-таки красивая посуда, я рада, что приобрела. Солянка очень вкусная получилась. Свечка с ароматом клубники. Буду делать творожную такую намазку. Уже заморозила и сейчас буду размораживать. Ну, в силиконовых формах удобнее, только надо на доску ставить. Ну, все разморозилось. И такая намазка получилась со специями, с чесночком. А из сыворотки блины будут. Я размораживала холодильник, разморозился в рекордные сроки, и даже ничего там из еды не разморозилось. Буквально там максимум час. И потом я всю воду убрала моющим пылесосом, поэтому как бы вообще все очень быстро. Это еще одна из приятных функций моющего пылесоса, что можно при размораживании холодильника использовать, вот все убирать. Вот так вот все разложила уже аккуратненько. Там фарш, здесь тоже всякие там овощи и для собаки. Так, ну а сейчас я натираю морковку, как раз то, что купила. Помыла, почистила и натираю. Мне очень эта терка Декок нравится, а на даче в Питере у меня такая Мулинекс, только она без чаши. Но у них абсолютно одинаковые взаимозаменяемые лезвия, насадки. В общем, классная штука, могу посоветовать, мне очень нравится. Уже много лет пользуюсь, прям вообще супер. Так, у меня тут маленький пакетик, знаете, с крупными такими кусочками моркови, и когда это попадается, я вот туда складываю. Это можно потом собаке в суп дополнительно. У меня закончились пакеты, их оказалось очень мало, я не досмотрела. Такие дела. Их реально не хватит. Приходится делать побольше порции, но все равно не хватит, я уже чувствую. Да. Так. Еще сейчас натру. Надеюсь, моркови хватит на какое-то время, а там, может быть, она и дешевле будет. Но я по 7 с чем-то взяла. Это прям повезло еще по нынешним меркам. Так, взяла и киевские пакеты, купила более года назад, только открыла. Я их не люблю, да, они экологичные, но их же мыть надо. Мыть я их не буду, значит, они полетят в помойку, но это как дороговато будет. Но, с другой стороны, посмотрим. Да, я не за экологию. Нет, может, и за экологию, если это кто-то будет спонсировать. Вот так вот можно положить, тогда будет удобно. Посмотрим. Тут 25 пакетов, но у меня сейчас в 2 поместится. Нет, выглядит все это, конечно, красиво, но мыть я их явно не буду. Сейчас все это так ровненько положу. Убрать воздух надо. Так, ну а сейчас я буду делать пельмени. У меня уже там фарш готов со специями. Так что сейчас быстренько сделаю тесто.
Я надеюсь, что больше такой жары не будет, но если вдруг будет, я хочу все на месяц заготовки сделать побыстрее, вот, чтобы потом было легче и ничего не приходилось подолгу стоять на кухне. Хотя я люблю это дело, но, сами понимаете, в жару это не очень приятно. У меня сейчас все на сквозняк открыто, и мне прям очень хорошо. Вот эта мука красная цена, она прекрасна. Вот я реально ощущаю разницу. Очень хорошая мука. Тесто получается, суперское. Не, мне вообще нравится делать тесто. Я как-то уж так получилось его чувствую. Вот. Раскатала тесто. Сейчас будет начинка. Вот и начинка сама. Первая партия пельменей. Блины напекла для заморозки. Там чуть-чуть. Хлеб сделала. И нашлись пакеты. Еще. Как-то так. Рубрика из Питера сообщают. Леса. Сегодня получала заказ на Wildberries. У меня там было чуть-чуть больше товаров, чем я получила. Я получила только 4, а у меня там было 6. От одного я точно буду отказываться, от одной покупки. Но, в общем, она в любом случае еще не пришла. Так, давайте покажу, что я получила. Во-первых, я забрала намордник. Вот. Zooking. Ушастый стал, как-то, я не знаю, он не любит, естественно, намордник, и очередной стал рваться. А тут вообще потерялся. Сунулись, нет. А с ним без намордника ходить, честно говоря, проблематично. Он, пес-то сам по себе добрый, на людей точно не кидается, но других животных не любит, и... лучше гулять с намордником. И заказала ему такой вот за 100 с чем-то рублей, там, значится для овчарки 4, но 4 это великовато будет, хотя ушастый довольно-таки крупный пес. И вообще, даже по отзывам, овчаркам все равно берут 3, и нормально. А этот еще... с сеточкой, такая эластичная, поэтому хорошо будет. Я уже примеряла. Он, конечно, недоволен, понятное дело. Я, правда, взяла маску, нацепила на себя, говорю, у меня-то тоже есть намордник, и он похуже. А что делать? Дальше я приобрела себе Kinesio Tape, вот такой вот. Там были совсем дешевые, по 106, что ли, рублей. Но я собственно говоря, то ли 106, то ли 120 я взяла тейп сначала. И не успела от него отказаться. Там можно было сразу вернуть деньги. Ладно, теперь уже придет на пункт выдачи, я оформлю отказ, потому что я сначала-то что-то не посмотрела, а потом поняла, что там нет подложки. Там просто он значится как тейп, даже, по-моему, как для лица. Но суть в том, что там просто он в мотке и без всякой подложки. А тейп, он, если это тейп, то он должен быть с подложкой. Если подложки нет, то, в принципе, это никакой не тейп, это ерунда, в общем-то. Обычный пластырь. Я уже так один раз попала по незнанию, первый раз приобрела типа тейп. Стала его клеить, причем мне нужно было на ногу, и у меня пошла жуткая аллергия, у меня были там красные пятна, которые долго не проходили, в общем-то, потому что, да, там не было подложки, тейп не был эластичный, потому что это просто обычный пластырь. Сейчас вот этот откроем. Вообще я хотела зеленый,
как всегда, взять. Но, не знаю, в общем, этой марки был только бежевый. Ну да ладно, в общем, это не так важно. Сейчас я покажу, как все это выглядит. Здесь 5 метров, по-моему. Ой, нет, 5 сантиметров на метр. Вот так вот он выглядит. Тут инструкция дана. И вот, собственно говоря, такая вот подложка. Он держится 5-7 дней. Но это, понятное дело, спина, нога, на лицо, естественно, там и вот до 12 часов. Вот. Так что инструкция дана. Ну, опять же, здесь в основном дана инструкция чисто вот спина, руки, ноги, ну, вот, плечо, колено, сустав, боль в шее, плечевой сустав, поясница, все такое. Про лицо тут не сказано, но как бы его можно использовать. Сейчас как раз-таки больше обычные пластыри толкают под лицо, но это не подойдет, это будет 100% аллергия. Сейчас я покажу, какой у меня был. Ну, он тоже, по-моему, там другая марка, но я ее в Спортмастере когда-то брала. У меня вот такая упаковка из Спортмастера. Зелененький тейп. Сейчас я его вытащу. Ой, тут у меня уже маленький кусочек остался совсем. Вот. Да использую, приступлю вот к этому. Ну, инструкция пусть будет. Ну, хотя, между прочим, могу сказать, что здесь, видите, тоже заявлен вот без подложки тейпы. Но они просто отстойные. У меня вот, я даже вчера достала тот самый первый тейп. Но это вообще такой мусор. Поэтому лучше такие. Во-первых, эти тейпы, ну, прежде всего, они эластичные, в чем и суть заключается. От них нет аллергии, их удобнее разрезать, ну и так далее. Ну, что касается, как вот он действует. Ну, то, что касается всяких спортивных травм, это прям 100% работает. Я проверяла на себе, на маме. Там все суставы, это просто вообще супер. Что касается лица, ну, в теории оно тоже должно работать. Но тут все посложнее, потому что там нужно делать, как правило, 10 сеансов, потом делать перерыв. Можно там по 3 сеанса и перерыв. И сначала результат виден сразу, но он как бы кратковременный, то есть надо приучать мышцы. Но я попробую, потому что всякие уколы это уже как бы такое, в случае уже крайней необходимости. Ладно, дальше. Взяла себе вот такую штучку, забыла, как она там называется. Simple Dimple, вот. Такой брелок. Я хотела давно такую штучку, но меня, честно говоря, не устраивали цены. Вот. А здесь 50 с чем-то рублей, ну и я решила взять. Ну, как и написано в отзывах, что сначала очень туго, но потом это разрабатывается. Вот. А так, конечно, звук. Ну, вот такой вот он. Причем в одну сторону совсем не слышно, а обратно вот так вот. И к нему дается такой карабин. Вот. Надо сразу открыть. Ну, наверное, я приделаю, может быть, на сумку куда-нибудь. Или там еще куда-то. Ну, я не знаю, как карабин такой вот он прям. Дешманский. Может быть, даже что-то другое возьму, потому что я думаю, он сломается довольно быстро. Так, ну и, конечно же, где Simple Dimple, там и этот
вечная пупырка, попыт. Я тоже очень хотела давно, но не знаю, я как бы проходила мимо всяких палаток типа Роспечать, там по 150 рублей, ну, мне, честно говоря, жалко было 150 рублей отдавать за какую-то игрушку, чисто поразвлекаться. Вот. В Ашане вообще она стоила 200 рублей. В Фикс-прайсе я ее не видела, а тут меньше 100 рублей. То ли 60, то ли 70 рублей я купила. Вот. И, конечно же, в основном во всех этих палатках и в Ашане они были как бы радужные такие. И там еще в форме единорогов, мороженок. Ну, мне хотелось... форма мне, в принципе, была не важна. Вот, но мне хотелось вот такого цвета. Ну, вы знаете, я люблю мятный цвет, зеленый цвет, поэтому тут все упаковано. То есть вообще вот так запаяно. Тут вот, не знаю, Wildberries все больше похож на AliExpress, но вообще это хорошо. За исключением того, что сейчас с ними сотрудничают разные ИПшники, которые доставляют заказ очень долго. Вот. Короче, вот такая штука. Не знаю, как бы. Да, вот они, некоторые вообще не проминаются. Ну, хотя, может быть... я догадываюсь, что, наверное, расстояние вот здесь должно быть побольше. Ну вот, кстати говоря, у кого дети, например, маленькие, я видела, что берут шарик маленький, какой-нибудь такой вот в размер, прячут его под один из вот этих вот пузырьков и по очереди с ребенком вот так вот нажимают, кто первый найдет. Так что в целом это даже такая, может быть, такой настольной игрой для нескольких человек. Ну почему нет? Прикольно. Позабавляться, занять руки. А то у меня чуть что, знаете, если руки не заняты, и я нервничаю, начинаю там волосы теребить, это все, ну, как бы не очень прикольно. Вообще, по факту, я искала, конечно, какой-нибудь такой брелочек, тоже вот по этому типу, чтобы поменьше размерами. Ну да ладно, вот это как бы совсем мягко так нажимается. Но зато звуки прикольные. Ну вот за такие деньги, меньше 100 рублей, это нормальная покупка. А если как бы дороже, не знаю, оно того не стоит. Но если рассматривать как какую-нибудь настольную игру для всей семьи, то, может быть, стоит там приобрести что-то побольше размером. И таких вариантов игр можно придумать довольно-таки много. И не только для детей, но и для взрослых. Цвет очень красивый, прям нравится. Ну, вообще, из этого, наверное, можно сделать как-то брелок. Какой-нибудь такой большой и красивый. Ладно, я подумаю над этим. В общем, еще жду клей для ногтей, вот такой же, как у меня сейчас. А от второго тейпа буду отказываться, потому что он вот в рулоне, и он мне будет не нужен. Ну, по крайней мере, я лучше верну, чем он у меня будет просто так лежать. Ладно, это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И заходите в мой инстаграм 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. А я благодарю вас за просмотр. Желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения во всем. До скорой встречи. Пока-пока.